Чтобы отправиться в захватывающее путешествие по миру армрестлинга, совсем не обязательно ждать, когда откроют все границы. Нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Но там, где собираются лучшие из лучших. Набрал вес, начал потихоньку тренироваться, так более подходить в форму, да? Я чуть-чуть проверюсь на левый. На правый сейчас перегрузил в четверг. А сколько тебе сейчас килограммов? 105. 105? Нужно оказаться там, где тебе раскроют секреты самых крутых рукоборцев. Потому что на бицепс или чисто верхом, он, я думаю, многих парней это не удивит. А вот его запястье, это дает ему огромное преимущество. И в конце концов там, где слово за слово, зарождаются будущие скандальные противостояния. Что это было? Ну ты начинаешь, я не успеваю за тобой. Не чувствую вообще. У железного рейтинга все это получилось. Но давайте обо всем по порядку. На часах сейчас без 15:05. Через час у меня Сапсан. И вот я еду по прекрасной утренней Москве и пытаюсь решить очень важную, но сложную задачу. Каких героев выбрать для нашей ближайшей программы? Задача перед нами и вправду стоит непростая. Ведь за эту командировку в российскую столицу достойных вашему вниманию историй мы отсняли очень много. А какие герои? Каждому можно сразу главную роль и Оскар. Если он повторит, вот с этим весом, вот здесь штанга лежит, и он так прям и вот сюда выводит, то тогда я скажу: прости, Давид, что я в тебе сомневался. Первый съемочный день «Железный рейтинг» посвятил проекту «Новые монстры бицепса». И знаете, о чем мы подумали? А ведь Алексей Шредер реально может стать ревизором в мире железа. Таким вот хорошим, но злым полицейским. Ожидал увидеть сегодня самодовольного нарцисса Алексея Шредера, но хочу вам сказать, что ожидал, то и увидел. Но второй съемочный день, который мы провели в зале у Дениса Цыпленкова, перевернул все с ног на голову, преподнеся нам еще больше удивительных историй и невероятных героев. И четко определив тему нашего сегодняшнего выпуска. Мы будем говорить только про армрестлинг. Давайте потихоньку что-то делать. Итак, открывает нашу призовую тройку Георгий Таутиев. Тот самый Георгий, который раскрыл, казалось бы, нераскрываемый крюк Хаджимурата Залоева. Сегодня многие хотели бы увидеть еще один поединок Георгия с Хаджи на чемпионате мира. А есть те, кто будет рад увидеть его на Злотом туре, где он мог бы взять реванш у Байсангура Салтыханова. Георгий Таутиев, я бы с тобой с удовольствием поборолся на Злотом туре. Я думаю, наша встреча закончилась бы, как и предыдущая, то есть моей победой. Так что не бросай арм, занимайся и приезжай на Злотый тур. Ну а железный рейтинг, увидев Таутиева в гостях у Дениса, по доброй привычке ждал от него новых побед. А сколько ты сейчас весишь? 84. Но с победами в этот раз у Георгия почему-то не заладилось. Эй, ты чё за уникальный, блин? Уникальный. Завязки. Тебе показывает стрэп-матч. Что с тобой? Ну ты дергаешь. Да я не дергал, я просто присел немножко, ты поднялся. Ты меня поднял. С локтем вместе. Давай. Было. Да было-то. А какую себе поставишь оценку? 2, конечно, Василий, вообще никчемный. Ну, как сказать, я не готовился, не тренировался сколько уже там. Ну, в общем, очень давно не тренировался. Вот думал, приеду, попробую с ребятами побороться. И, как и ожидалось, в принципе, ну, я слабый совсем. От Георгия Таутиева я чувствую, что ничего не осталось, что должно было остаться от Георгия Таутиева. Москва забрала все. Кому-то Москва дает все, у кого-то забирает все. Слабоват, угол слабоват. Надо тренировать. Просто чисто операцию не натренируешь. Но давайте не будем спешить списывать Таутиева с чемпионской гонки. Возможно, просто у него сегодня в приоритете немного другие задачи. Мы как бы уже давно за операционным столом стоим и ассистируем хирургам.
То есть в твоих руках уже скальпель есть? Есть, да. Не дрожат руки? Ты знаешь, поначалу только такое было, а потом ты уже привыкаешь и наоборот, ты удовольствие от этого получаешь. Хочется узнавать же все больше и больше, какие-то там нюансы, секреты, как в армрестлинге. Но многих там пугает все-таки вид крови. Или ты с детства не боишься ничего? Ничего. Не, крови я никогда не боялся. И даже когда учился в академии, я абсолютно спокойно переносил это все, так что для меня это не проблема. В том, что Георгий сможет найти время для полноценных тренировок, мы не сомневаемся. Но не может армрестлер без борьбы. Но ведь все равно кайфанул. Конечно, кайфанул. Ты что, знаешь, сколько я мечтал подержаться за чью-нибудь руку, так, побороться хорошо. Мне понравилось. А вот дать гарантию, что талантливый рукоборец не уступит битву за приоритеты не менее талантливому хирургу, мы не готовы. Поэтому пока Георгий лишь на 3-м месте, ну а мы, невзирая ни на какие трудности, идем дальше. Скажу вам честно, когда я спрашивал всех наших экспертов, кого они считают главным героем этой вечеринки, все как один называли одно имя. Правильно, Дениса Цыпленкова. Но сегодня я готов пойти против всех, готов рискнуть и поставить Дениса на 2-е место. И вы скоро поймете почему. Итак, на 2-м месте нашей призовой тройки разместился бородато-брутальный Денис Цыпленков. Сегодня весь мир железа с нетерпением ждет возвращения Дениса в соревновательный армрестлинг. Скажем больше, многие уверены, что только ему по силам свергнуть с трона нынешнего короля арма Левана Сагинашвили. Но есть и другое мнение, что Денис уже не тот и уже никогда не сможет вернуть свою пиковую форму. И сегодня ему только что и остается, как рассказывать о своих былых победах. Благо, что есть о чем рассказывать. Поехали. Денис, вот скажи, какое вообще твое отношение к Ричарду? Я скажу, чисто мое личное такое отношение к Лупкасу, очень сильно уважаю. Ребята снимают сюжет для канала Ромац ТВ, разговаривают с Денисом по поводу его поездки в Америку и борьбы с Лупкасом и Майклом Тоддом. Что делал Ричард в этот момент? То есть натягивал там, да? Или нет? Ретроспектива поединка Ричарда Лупкаса и Дениса Цыпленкова на Арнольд Классик 2011 года. Скажем, оценка силы Ричарда Лупкаса, технические аспекты, как проходила борьба и, скажем, анализ того, то есть как бы Денис поступил сейчас, да, то есть имея опыта там на 10 лет больше, да. Поединок Дениса Цыпленкова с Ричардом Лупкасом можно смело отнести к золотому фонду мирового армрестлинга. Именно после этого противостояния многие поверили, что годы над Ричардом не властны. И он даже сегодня может на равных бороться с топовыми тяжеловесами. Конечно, там с Леваном Сагинашвили навряд ли ему там возможно конкурировать, да? Но, допустим, именно чисто если в крюк побороться, то было бы интересно посмотреть Виталик Лалитин и Ричард Лупкас. Ну, а также он многим именно в крюк, если без старта, то мог бы очень красивые поединки, очень красивые файты показывать. Нам тоже кажется, что время Лупкаса уже прошло. А вот Денис, если захочет, может вернуть свои прежние чемпионские кондиции и побороться за титул чемпиона ТОП-8. Но если вернуться к реальности, то для начала нужно понять, а в какой сегодня Денис форме? Есть ли вообще у него прогресс в тренировках? И лучший вариант это проверить, это устроить ему спарринг с кем-то из чемпионов. Ну, например, с Иваном Матюшенко. Тем более мы помним, как они спарринговали, когда Дэн был в обойме. Хотя, с другой стороны, реальный расклад сил после спарринга с Иваном знает лишь сам Иван. Но все равно, Иван, загрузи Дэна, пожалуйста. Как тебе рука Дениса? Ты же переживай в такой форме. На мой взгляд, Денис чуть посильнее стал. Немножко. То есть уже по-другому борется и видом набрал. Так что я думаю, что все в порядке будет.
Вот буквально 3 недели, вот 4 килограмма набрал. Поэтому, то есть, так, ну, естественно, и силочку прибавилось. Так, по весам на максимум не работаю, но на 6-8 раз делаю, да, там веса. Ну и динамику видно, там в процентном соотношении там на 5% прибавил. Он и по объемам стал побольше, и мне кажется, он немножко и в килограммах добавил. Это радует. Это радует, что процесс тренировок у него уже усиливается, и все-таки будем надеяться на его победу. Теперь остается только взять справочку из спортдиспансера и в бой. Думаем, Георгий Таутиев с этим Денису поможет. Врач говорит, надо ехать на обследование. Ну, Матвей сказал, что ты приехал, типа, ему тоже Я это сейчас надо. буду звонить, потому что пропуска отменили. Я как раз вот ждал, что отменят. Ему надо сейчас провериться, сделать компьютерную томографию, посмотреть, все ли в порядке с сосудами. Будем держать кулаки за то, чтобы доктора дали ему зеленый свет, и мы вновь увидели в деле всю мощь огромных бицепсов Дениса Цыпленкова. Но это будет завтра. А сегодня стоит признать, что в борьбе за первое место в нашей призовой тройке Денис уступил более молодому и напористому сопернику – Давиду Додикяну. Сейчас вес 102-103, не хочу больше скидывать. Но тогда, когда начал готовиться, тогда вес был 107-108. Как вы не знаете, кто такой Давид Додикян? Серьезно? Сейчас расскажем. Итак, на прошлогоднем золотом туре, уступив на правых Вадиму Олейникову, Давид стал третьим в категории до 95 килограммов. Возможно, результат не самый впечатляющий, но он гарантировал Давиду место в новой категории топ-8. Дальше больше. Пока вся тусовка обсуждала чемпионские амбиции Бабаева, Петренко и Катыргалия, жребий выбрал для Давида звездного и все еще опасного соперника – легендарного Джона Брезенко. Я думаю, он, если подписался на это, то он вряд ли в плохой форме придет. Конечно, он придет в самой лучшей форме, потому что это может быть и его последнее карьерское, так скажем, заключительное соревнование. Все это, конечно, хорошо, но почему Давид оказался выше Цыпленкова? Да все просто. В этом виноват сам Денис. Ну и немножко коронавирус. У Давида получилась такая засада. Он приехал тут к тете. Ну и получилось то, что ездил ко мне и бороться просился, а тут еще границы закрыли, все отменили, он стал заложником ситуации, может это и к хорошему. Мы кое-какие моменты пересмотрели, я ему там подсказал по тренировкам, А вот теперь посмотрите, до какого состояния можно раскачаться на карантине под руководством Цыпленкова. Как-то, знаешь, все погасло, тихо стало, неинтересно, знаешь, никакого азарта. Не весело, да? Да, не весело, стало, да? Прям грустнули, знаешь, прям. Что-то слишком мощный. Я ему вообще сопротивления никакого не составил, не знаю. Помнишь, я говорил, что он будет, если он начнет готовиться как надо, то у него все получится. Но это еще цветочки. Реально переживать за Брезенко мы стали, когда в ход пошла тяжелая артиллерия. Денис Цыпленков и Иван Матюшенко. Насколько реально выложился в этом спарринге Иван, известно только Ивану. Но когда Давид зарубился с Денисом, все сомнения в его силе отпали сами собой. Ready, go!
Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold with it. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. Ну, я вижу положительную динамику роста, потому что он какие-то вещи вообще не делал у себя в Армении. Ну, тут, скажем так, будет немного другая школа. Чуть-чуть потренируется, а там посмотрим. Я думаю, он в июне должен был бороться с Джоном. Я думаю, как бы именно армфайт с Джоном в этом виде оставят на декабрь, да? Ну, в принципе, зато он для себя сделал какие-то выводы, что-то новое обрел. Ну, а там посмотрим. Как говорится, время покажет. Как ты сам себе? Как форма, как ощущения? Ну, нормально. Месяц назад был лучше. Ну, посмотрим. Я тренируюсь, держу себя в форме. Вроде бы ребятами поборолся. Хорошо, неплохо. Мог и еще лучше. Вот так вот говорит, что сегодня он еще слабоват, был сильнее. Но нам-то уже кажется, что против Давида у американского ветерана вообще нет никаких шансов. Или с Брызенком не все так просто. У Джона очень высокий контроль над соперником именно вот в запястьях. Вот, как там по-английски говорят, hand control, по-моему. Вот у него именно вот сила самого хвата, у него хорошая, поэтому это помогает ему, допустим, бороться по-разному со своими соперниками. Когда ты чувствуешь вот здесь, допустим, преимущество, ты легко можешь с соперником побороться и верхом, и в крюк, и как-то, выходить из любых ситуаций. Я думаю, вот жалко, что перенесли, конечно, топ-8, а то бы он, я думаю, очень хороший результат. То есть ты считаешь, что у Джона есть время еще побольше подготовиться? Ну, я считаю, что у Давида, наоборот, может перегореть. На чьей стороне будет победа в предстоящем поединке с Брызенком, сегодня сказать трудно. Но интрига в этом противостоянии однозначно поднялась на совершенно другой уровень. А главное, что теперь ни у кого нет сомнений относительно первого места додекана в нашей программе. Давид, заслуженная победа! И вот на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. И поэтому не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч. На прощание мы добавим буквально пару слов. Во-первых, совсем скоро нас ждет выездная проверка от Алексея Шредера. Не пропустите. Легкие какие-то. Но во-вторых, для продолжения нашей истории о рекордных килограммах в базовых упражнениях рукоборцев мы заглянем в одну из качалок Чикаго. Это будет очень интересная экскурсия.